Всем привет, меня зовут Веруша, и я сегодня буду говорить про возраст, про биологический возраст женщин и девушек, про то, как многие по этому поводу переживают. Да что тут говорить многие, я сама в 25 лет считала, что я уже старовата и никуда не гожусь. Я буду рассказывать как раз, как я боролась со своими внутренними страхами, что я предпринимала, и надеюсь, что эта тема меня в ближайшем будущем не будет беспокоить. Я визажист, и как у врачей есть такие заметки, когда они наблюдают за своими пациентами, вот я также наблюдала за клиентами. И у меня много историй, когда девушки действительно очень сильно переживают по поводу того, что они стареют. Вот и два таких ярких случая. Например, первый случай: девушка реализовалась, она купила квартиру, машину, начальница какая-то там, как вот она и все и хотела, но не было личного счастья. Вообще вот эта тема же, она касается двух пунктов. Это вот какое-то женское счастье, когда нам нужно успеть сделать все до определенного возраста, потому что биологическое время женщины, оно короткое, век вот этот вот, да, когда вот там говорят у мужчин век короткий, у мужчин век длинный, у женщин короткий. И второй пункт — это изменения внешние, когда кожа где-то там уже подвисает, или там какие-то изменения на лице и так далее. Это очень в большинстве своем волнует, конечно же, много очень девушек и женщин. И вот эта вот девушка, она, все у нее сложилось в жизни, кроме личного счастья. И время уже вот тикало, вот эти биологические часики, ей было 33, на горизонте не было таких достойных молодых людей, кроме одного. И внешне непривлекательный вообще молодой человек. Ей, как-то она сначала его вообще не видела в качестве мужа будущего, отца своих детей, но от того, что вот это вот время очень ее поджимало, как она думала, и она все-таки вышла замуж и родила ребенка. И я вот подумала, когда услышала эту историю, да, я подумала, а что делать девушкам, которые, например, внутренне еще не готовы. То есть две дороги расходятся. Одна дорога — это общество, которое тебе постоянно говорит и тыкает в спину, что давай уже, где там твои дети, или там выходи замуж хотя бы. А второе — это когда ты стоишь на этой дороге и понимаешь, что ты не хочешь двигаться в сторону этого общества, потому что ты не хочешь сейчас того, что тебе навязывают, и что с этим делать. А вторая история — это история девушки, которой 30 лет, и вот она мне сидела и рассказывала, что она тоже родила до 30, потому что она считает, что после 30 девушка уже прям конкретно начинает стареть, организм очень стареет, и она семью тоже создала, потому что нужно все успеть. Она там карьеру отодвинула на второй план, и занялась семьей. То есть каждая девушка себе какую-то в голове рисует картину, как ей кажется будет лучше, да, как правильно. Я, например, в 25 лет действительно считала себя старой. Это было навязано обществом. Я сравнивала еще плюс себя с молодыми, когда там работала с кем-то. И я сейчас понимаю, что это абсолютная глупость. Потому что, во-первых, ты от этого никаких, дивидендов, да, не получаешь, ты просто получаешь от этого только невроз. Ты тратишь свое время, которое драгоценное в нашей жизни. Посмотрите, насколько сейчас все быстро движется. И я не знаю почему, но раньше мне казалось, что время, может быть, это с моим возрастом связано, я становлюсь старше, но раньше мне казалось, что время течет помедленнее все-таки. Сейчас я не успеваю, я только встаю, день уже заканчивается. И
Я просто для себя поняла, что зачем я, во-первых, создаю себе сама невроз. Мы, девушки, так устроены психологически, нам постоянно нужно о чем-то думать. Мы сами себе создаем какие-то проблемы. Вот мне кажется, мужчины, они вообще не создают себе проблемы, они просто их решают. А мы себе их создаем, и в большинстве своем эти проблемы, они надуманные, они действительно, либо кто-то нам их навязал, либо мы сами себе придумываем. И я просто села и начала сама с собой разговаривать. Это меня делает хуже, создает невроз для меня. Ничего от этого не меняется, я от этого не молодею. И смысл об этом мне думать. Я лучше займусь собой. Если мне что-то не нравится в зеркале, я буду над этим работать. Сейчас я могу сказать, так как я работаю в сфере красоты, что порой бывает, женщины выглядят там в 35, да, не женщины, в 35 это девушки еще, в 40, например, или 45, даже 50, да даже в 60. Я могу сказать, что я вижу этих женщин, и они гораздо лучше выглядят, я на полном серьезе говорю, бывает лучше, чем 20 лет. А все почему? Потому что многие девушки начинают за собой очень ухаживать. И я себя вспоминаю, могла там 25 лет тоже вообще где-то забросить себя, там в фитнес-зал покупала карту, не ходила. И я сейчас выгляжу гораздо привлекательнее, на мой личный взгляд, вот я сравниваю фотографии, чем выглядела в 25. И мне так окружающие говорят. Но здесь два важных фактора, которые я совместила. Первое, я начала действительно ухаживать за собой, потому что мне просто самой приятно это делать. Я полюбила себя, и я ухаживаю и люблю свое тело. Сейчас столько технологий, сейчас, не знаю, столько кремов, всего остального, что неухоженной быть это очень сложно. Это нужно постараться, это нужно просто не хотеть это делать. Плюс, конечно же, я, естественно, стала более активно заниматься спортом, потому что в 25 или там в 20 можно было мне чуть-чуть не поесть, у меня сразу лицо вот такое вот было, и я очень стремительно могла похудеть, какие-то там части, вот вверх, например, у меня такая конституция, у меня сразу худеет вверх. И сейчас мне нужно, конечно, больше приложить усилий, но меня это никак не расстраивает. Я просто понимаю, ставлю для себя цель, что чуть интенсивнее буду заниматься в спортзале, и занимаюсь, и в этом ничего такого нету. И еще один фактор, который должен совместиться, на мой взгляд, это любовь к себе, да, вот я сказала, и понимание себя, слушать себя, навязанное обществом вот это вот, там, что ты старая уже, не старая. Но я смотрю на себя в зеркало объективно и понимаю, что я не старая, я выгляжу хорошо. И я думаю, что девушки должны в зеркале любить себя, смотреть на себя действительно с любовью, наслаждаться занятием там, спортом или то, что вам нравится, ухаживать за собой и слушать себя, не слушать какие-то кого-то со стороны, кто вам будет что навязывать. Опять же, есть биологические часы там, действительно, да, до какого возраста. Естественно, там женщина 50 без УКО уже не родит. Поэтому, просто вот это вот, когда ты подгоняешь свой возраст под какой-то стереотип, и что? Вот мне там столько-то лет. А что от этого меняется? Есть две возможности. Первая возможность — это сидеть и корить себя за то, что какие-то лучшие годы уходят, своей какой-то привлекательности, красоты, а второе — это наслаждаться жизнью и быть счастливой. Второе гораздо сложнее, чем первое.
Но здесь еще важный фактор вот этого как раз понимания и работы над собой. Не надо слушать никого, и нужно просто работать над этим, и тогда у вас будет все отлично, и вы не будете переживать по поводу своего возраста. Опять же, столько сейчас технологий, которые позволяют выглядеть, если вам 40, можно выглядеть на 30. Плюс одежда, которая тоже соответствующая. Там, в 40 можно не одеваться, как бабушка, например, и тогда вы будете привлекательны всегда. А потом привлекательность — это внутреннее состояние на самом деле. Оно не зависит от возраста, оно зависит от энергетики, энергии. Вот, поэтому, так что я надеюсь, что многие этот страх поборят. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Я желаю всем хорошего настроения. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока.